Здорово, братва! Мы находимся в столице Республики Сербия, городе Белграде. Сегодня мы слегка прогуляемся по этому городочку, ну а вы заодно прослушайте мои прохладные истории про местные достопримечательности. Между прочим, вот эта вот стеклянная хрень за моей спиной не торговый центр. Это центральный вокзал Белграда, который местные жители унижительно называют Прокоп в честь неопрятного поселка, на месте которого было построено это здание. Не очень понятно, что не нравится местным жителям. Вокзал удобно расположен в безлюдной местности, в низине, где рядом только автострады и нежилые постройки, а добираться до сюда из центра всего лишь какие-то полчаса на автобусе. Ну ладно, на самом деле здесь не так уж и безлюдно, и тут рядом есть жилые дома. Это я так для красного словца вернул. Вообще изначально центральный вокзал действительно находился в центре города, но в какой-то момент администрация решила, что он занимает слишком жирное место и неплохо бы его куда-нибудь перенести подальше для удобства граждан, что они сделали спустя 40 лет после начала строительства. Бывшую территорию вокзала застроили всякими уродливыми новостройками, за что лично я ставлю дизлайк. К счастью, прекрасное главное здание вокзала сохранили для истории, они снесли, как это обычно у нас бывает, за что большое спасибо. С этой точки мы отправляемся гулять по закоулочкам этого замечательного городочка. Итак, поехали! Белград неофициально считается европейской столицей граффити, потому что здесь очень развита культура стрит-арта. Кажется, будто бы каждая перпендикулярная поверхность здесь либо разрисована граффити, либо украшена муралом. При этом нельзя сказать, что в городе орудуют вандалы. Прекрасные исторические здания остаются девственно чистыми, а вот всякие панельки, эстакады и прочий унылый урбанизм подвергаются такой вот эстетической обработке. Мы находимся возле стадиона «Партизан», где играет одноименная футбольная команда. Так как я болею за один московский клуб, у которого с «Партизаном», скажем так, не самые мирные фанатские отношения, то, пожалуй, побыстреньку пойдем дальше, пока нам не накостыляли. Еще, как можно заметить, я упаковался довольно-таки тепло, но на самом деле сегодня просто офигенная погода. В районе 16-17 градусов на солнышке. Просто синоптики обещали прохладу, которая должна была наступить в конце недели, но что-то она все никак не наступает, и поэтому они меня в этом плане немножко подвели. Но пусть это останется на их совести. Друзья, мы находимся возле главной арены страны, стадион Райка Митич, он же Мала Маракана. Здесь играет самый титулованный клуб страны Цервена Звезда, а также сборная Сербии. Одно из моих первых воспоминаний об этом стадионе приходится на 2001 год. Тогда я вместе с батей смотрел отборочный матч чемпионата мира по футболу 2002 года Югославия-Россия. И вместе с ним орал в экстазе, когда Владимир Бесчастных в невероятном прыжке забил гол, ставший в итоге единственным в матче. Ну а спустя 23 года мне уже удалось лично посидеть на нем и понаблюдать вживую, как сербы и русы снова сошлись на поле, правда уже не сборными. Питерский «Зенит» тогда в очередной раз бездарно продул, но насчет мне было в целом пофигу. Главное было прочувствовать невероятную атмосферу, создаваемую многочисленными поклонниками звезды. Обязательно посетите какой-нибудь матч, если будете в Белграде. Ощущения непередаваемые.
Вот эти вот бетонные эстакады, под которыми я сейчас прохожу, это не автострады, а железнодорожные пути. В центре города есть целая подземная ветка, но это не метро, а самое что ни на есть городская электричка. И в ней реально можно приехать на подземную станцию и выйти, как будто бы это обычная станция метрополитена в какой-нибудь Москве или Санкт-Петербурге, ну или Омске. Вот, кстати, прямо сейчас за мной как раз проезжает электричка. Вон та унылая коробка через дорогу, мимо которой я сейчас прохожу, это, как легко догадаться, здание посольства Российской Федерации в Республике Сербия. Я специально обхожу на таком значительном расстоянии, ну, чтобы тентакли родной страны не утянули меня в свое чря. Не знаете ли, здесь хорошо. Кроме того, вдоль периметра ходит хорошо вооруженная охрана. Видимо, для того, чтобы на территорию посольства не пронесли запрещенные предметы, типа там радужного флага или методичек забаненного в России движения Child Free. Больше мне сказать особо нечего, поэтому, пожалуй, пойдем дальше, пока меня не схватили и не депортировали на родину за такие крамольные мыслишки. Пока гуляем, можно заметить, что на улице повсюду валяются опавшие листья, и никто не парится по поводу их уборки. Наверное, если бы это увидел Сергей Семенович Собянин, его бы тут же схватил инфаркт. Ну а тут, видимо, люди стойкие, ко всему привыкшие, поэтому никто с этим даже не заморачивается. Ну и заодно, наверное, если бы деревья могли говорить, то они сказали бы спасибо. Я иду по улице Короля Милана, где находится резиденция президента Республики Сербия. Кроме всех прочих особенностей этой улицы, отмечу, что по ней ежегодно проходит так называемый парад гордости. Представляете, президенту страны из своих окон приходится наблюдать вот такую движуху. Кошмар! Сам я, если что, в таких мероприятиях не участвую, но понаблюдать за этим со стороны довольно любопытно. Как известно, в России на подобные движухи наложен запрет, поэтому увидеть подобное на родине простому россиянину нереально. Ну а если пройти чуть дальше в ту сторону, можно наткнуться на памятник российскому императору Николаю II, известному в народе как царь Тряпка. Друзья, я иду по бульвару Короля Александра. Это самая длинная улица в городе. Ее длина более 7 километров. То есть примерно как высота одной из вершин в Гималаях. Короче, охренеть как много. Вдоль этого широченного бульвара находится множество модных зданий, магазинов, бутиков, парков и рогалок. Самое интересное, что по нему до сих пор ходят трамваи, причем не только современные, но и старые ламповые развалюхи, в которых так приятно потрястись без кондиционеров в 30-градусную жару.
Господа, не поверите, пьют пиво. Я решил, что слишком много сегодня гулял, поэтому стоит присесть в каком-нибудь модном заведении, чтобы попить пивка, ну и охладить свое трахание. Ну и чтобы добить вас, уважаемые телезрители, трэш-контентом, я запилю микрообзор на приобретенное пиво в стиле Никиты Бервари. Но сперва небольшая лекция о пивной культуре длиной в полчаса. Как и все вменяемые люди, я начал свой алкопуть с обычных магазинных сортов. Но где-то в 2016 году крафтовая революция добралась и до меня. Я открыл для себя мир стилей, которые западло пить настоящему мужику. Всякие ипы, дипы, портеры, ну и, конечно же, любимые томатные газешки. С тех пор я смотрю на потребителей магазинных лагеров, как на пещерных троглодитов, и не упускаю возможности при случае обсирать их вместе с такими же манерными любителями крафта. Ну, короче, хорош чесать языком, пора приступать к дегустации. Кстати, это пиво Blue Moon. Говорят, классное пиво, но по запаху оно что-то, если честно, не очень. Ну ладно. Ну, для пшеничек, конечно, нормально. Что, господа, наш культурный променад подошел к концу. Если вам понравилось это видео, можете влепить ему лайк. Также можете подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно. Можете также чекнуть другие мои соцсети. Telegram, TikTok, Shorts. Ссылочка на них есть в описании. Спасибо за внимание и до скорых встреч на самом модном музыкальном канале YouTube.